Твоя влюбленная соседка. Кто же это? Давай разбираться вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад для энергообмена. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Для записи на личный расклад и для диагностики негатива телефон под видео. У многих может проиграться сейчас какая-то, ну, то ли тупиковая ситуация, может быть ситуация неопределенности, да? Абсолютно любой сферы может касаться. Уйти или остаться на работе, уезжать, не уезжать, разводиться, не разводиться, да, у каждого это своя ситуация проиграется, но она как будто у вас копилась, ну, какой-то длительный период. То есть эти сомнения, опасения, да, вот именно в вашей конкретной ситуации, вы, может быть, уже не один раз взвешивали, вы как-то вот пытались состыковать все пазлы вот в голове, да, как правильно поступить, вы могли анализировать, причем здесь даже могут быть у вас, ну, то ли это друзья-приятели, какие-то советчики, да, которые вам каким-то образом помогают разобраться с вашей такой вот основной проблемой. Потому что даже если вот касательно личной жизни, да, то вы могли реально советоваться. Хоть с братом, хоть с сестрой, хоть там с друзьями-приятелями. Ну, то есть есть в вашем круге общения человек, который однозначно участвует во всех ваших таких очень важных делах. Участвует в хорошем смысле слова, да, вот именно как поддержка, как надежное такое плечо. Поэтому вы делитесь. Но то, что ситуация будет кардинально меняться в вашей жизни, вот именно ваша ситуация, которая сейчас может быть в подвешенном состоянии, которая вам не дает покоя, ну давайте уточним, прежде всего, чего это касается. У кого-то это проиграется, конечно же, либо же ситуация любовного треугольника. Смотрите, у кого-то это может сейчас проигрываться, да, вот вы именно находитесь в таком состоянии, у кого-то это может считываться как уже прошедший этап, то есть, возможно, вы прожили, да, вот такую ситуацию, поэтому переворачивайте под себя, у кого как резонирует, потому что это общий расклад. Смотрите, здесь могут быть как личная жизнь, да, вот тупиковая ситуация, либо же здесь еще финансы, ну, прежде всего, да, вот эти две тематики. Да, у кого-то может проиграться как работа, но это уже скорее более второстепенная история. Но вот эти вот две тематики, у кого-то два в одном может быть, да, допустим, расходиться, не расходиться, да, там менять работу, не менять, либо какие-то вложения по финансам. Ну, то есть вот финансовая тема, она от вас не отходит. Потому что я смотрю, что, возможно, даже какое-то время назад у вас вот как будто идет какая-то нехватка финансов, либо же вы куда-то растратили деньги, да. Это может быть и как какая-то серьезная покупка, может быть много покупок, либо же вы еще финансово помогаете там детям, внукам, родителям, там, да, ну такой вот вы спонсор, меценат, да, если это можно так назвать. Вы человек горячий, вот горячий во всех смыслах слова. Даже у кого-то может проиграться, что вы огненного знака зодиака, ну не обязательно, потому что это общий расклад. Но огненные люди однозначно есть. И даже если вы другого знака зодиака, вот у вас вот эти вот черты характера, огненность, как такая вот активность, она в вас очень сильно проявляется. Это прежде всего видно по вашей активности, по вашей ревности. Вы человек вот горячий, может быть даже вспыльчивый. Вы можете заводиться с полуоборота, но также быстро гаснуть. Причем здесь нервная система может быть ушатанная уже до такой степени, да, вот к сожалению. Потому вы и стали такой вот очень вспыльчивый. Раньше вы были поспокойнее, это 100%. Вы довольно неплохой любовник, вы человек дела, вы человек слова, стараетесь по жизни, ну, как бы то, что вы пообещали, то и выполнять. Мужик сказал, мужик сделал, это про вас. Вы можете очень сильно переживать
Вот несмотря на вашу такую горячесть, вашу серьезность, можете переживать, если вот вы что-то пообещали человеку, но вот по каким-то причинам, ну, не получается, да, сдержать слово, либо вы в сроки не вкладываетесь, либо же эта еще ситуация зависит не только от вас и от других людей. Ну, вот как-то в таком плане, понимаете? Поэтому вы всегда, вот вы из тех людей, которые как-то попытаются донести до человека, что вот, ну вот, извини, ну так и так, да, я пытался, я старался, но вот не получается, либо я не успеваю, либо еще что-то, да, вот, ну, я такие банальные примеры привожу, чтобы вы понимали. То есть вы вот такой человек, который в лепешку расшибется, но будет стараться сделать. Если же, ну, никак я не могу, да, не все от меня зависит, я не всемогущий, вы попытаетесь написать, позвонить, да. То есть это говорит еще о некой такой вашей порядочности, что для вас очень важно даже перед самим собой. Ну как это я пообещал, и ну, получается я подвел человека. Это в первую очередь даже говорит о вашей надежности. Это очень классное такое качество в вас, которое, к сожалению, далеко не все ценят. Вы не всем окружающим показываете свое лицо однозначно, настоящее свое лицо, да, очень тяжело открываетесь, возможно, даже вот какие-то новые знакомства, новые встречи, неважно, это по работе, там, с женщинами, с кем угодно. Вот новые люди в вашей жизни, они, ну, они должны действительно каким-то образом как бы заработать ваше доверие, да. Вы должны открыться только тому человеку и открываетесь только тем, кому вы, в общем-то, доверяете. Вы человек такой, знаете, ну, достаточно серьезный, фундаментальный, я бы сказала, даже очень мудрый. Здесь может быть и всесторонняя развитость, начитанность. Здесь может у кого-то проиграться воцерковленность. После каких-то особо таких критичных ситуаций, возможно, вы стали больше церковь посещать, каких-то церковных вот канонов, там, да, вот каких-то правил, может быть, придерживаться, то, чего вы не делали раньше. Давайте сделаем маленький опрос. Напишите, ребят, вот вы действительно стали немножко вот другим. Вот как вы считаете? Ну, даже если брать вот после развода, да, вот если вы разошлись, к примеру, последнее время, ну, давайте за последний год, как вы чувствуете? Вы стали другим по ощущениям, по мировоззрению, по каким-то действиям, поступкам. Если вы остались такой же, как и были, так и пишите, что я такой же остался и, в принципе, ничего не менял. Однозначно проиграется у кого-то из вас, даже у большинства, я бы сказала, что проиграется измена, предательство. То, что оставило очень большой отпечаток в вашей жизни. У кого-то, может быть, даже сейчас вот какой-то период затишья, у нас ни одна женщина не выпала в раскладе. Это может говорить о том, что либо вы осознанно отстранились от личной жизни, потому что еще не отболела, потому что не готовы вступать в новые отношения, да, когда болит душа, душа болит, а сердце плачет. Но вам точно не до женщин, да, вот вы заняты какими-то своими делами, работой, внутренним миром, кто-то хобби занимается. Но пока вот активно вы не готовы вступать в отношения. У кого-то могут проиграться короткие романы, однозначно, но здесь чисто такой для интимной истории, но в душу вы пока не впустили никого. Итак, давайте-ка смотреть, что же за влюбленная соседка и какая она. Давайте попробуем описать, может быть, вы узнаете. У кого резонирует, значит, вам подходит этот расклад. Нет? Смотрите, однозначно она замужняя. Это может быть гражданский брак, это может быть официальный брак. Но женщина такая справедливая. Женщина может быть даже такая внешне казаться эмоционально холодная, сдержанная. Вы никогда не догадаетесь, что она в вас влюблена. Она очень так держит себя в руках, наверное, так будет правильно сказать. У нее очень классное самообладание. Женщина среднего возраста, женщина, которая, возможно, даже у кого-то проиграется, что она каким-то образом с вами, ну не то чтобы конфликтовала, вот по-соседски, но какие-то претензии, может быть, кидала в ваш адрес, вот как-то пыталась зацепить, да, ну, допустим, там
Могла сказать, где-то вы там бумажку какую-то кинули на лестничной клетке, грубо говоря, да, либо еще что-то, вы там какую-то соринку, пылинку кинули, ну, в таком плане. Поэтому вот обращайте внимание, хотя, как я уже сказала, ну, вряд ли вы подумаете на эту женщину, потому что вот она такая, знаете, с виду, может быть, даже грозная, серьезная, она какая-то такая, знаете, как с кем же ее можно ассоциировать? Домомучительница, да, вот как в мультфильме про Карсона была. Вот почему-то мне именно домомучительница пришла на ум. Так, какая она еще? Она абсолютно несчастлива в личной жизни. Потому она, кстати, в вас и влюблена, потому что здесь как таковой семейной жизни нет. Это иллюзия семьи, это иллюзия отношений. Там может быть общий ребенок один, но она всячески скрывает свою настоящую личную жизнь, но только вот, может быть, близкие, там совсем близкие, кто живут с ней, да, может быть, на одной лестничной клетке, там, так, стена к стене, скажем так, да, там эти соседи могут знать, ну, побольше, да, потому что через стену просто банально слышно и конфликты какие-то с мужем, да, может быть, даже ее всхлипывание, плач, там, да, в таком плане. То есть вы, в общем-то, я не скажу, что вы очень глубоко знаете ее какую-то личную историю. Вы ей нравитесь, знаете, чем? Ну, во-первых, вы нравитесь ей внешне, вы нравитесь ей как мужчина. Вы, возможно, даже у кого-то проиграется, оказывали ей какую-то тоже либо помощь, что-то давали, может быть, подвозили ее куда-то. Это будет, ну, такой, это маркер, показатель того, что вот вы как-то с ней коммуницировали, но значения вы абсолютно не придали. Даже если у кого-то из вас, ну такой, грубо говоря, соседский был какой-то разговор, неважно, подвозили вы, либо под подъездом стояли, разговаривали, да, ну это показатель того, что вот вы ее зацепили, вот именно во время этого, может быть, разговора даже. Внешность внешностью, но вы как человек вот ей понравились. Какая-то вот доброта, что ли, у вас прочувствовалась, вот она вас таким ощутила, да? Вот в этом разговоре, пусть это даже какой-то пятиминутный разговор, это какая-то безобидная история, о которой вы могли уже совершенно забыть, да, что вот когда-то, может быть, я ей там сумки подносил, либо просто болтали на лавочке, сидели. Она это не забыла. Вот она после того разговора, она прониклась. Конечно же, она пытается это все в себе держать, потому что она побаивается своего мужа. Она, конечно, ни в коем случае не собирается разрушать семью, хотя ей бы хотелось. Вот на уровне мыслей, да, мечтаний каких-то, ей бы однозначно хотелось не уйти, а сбежать от этого мужа, потому что он довольно непростой человек. Но здесь может скорее проиграться, что либо же ей некуда идти, да, то есть финансово она не потянет, чтобы даже снять там квартиру, к примеру. Таких вот близких родственников, родителей, допустим, в городе у нее нет, поэтому она вынуждена, вот она как будто пленница, она как будто заложница такой ситуации, заложница отношений, да, вот со своим мужчиной, она глубоко несчастлива как женщина, но то, что вы очень импонируете, это однозначно. Давайте посмотрим, будет ли она, может быть, оказывать вам какие-то знаки внимания, чтобы вы поняли. Потому что на сегодняшний день вы можете даже, ну так, с трудом, разве что по описанию, может быть. Напишите, кто понимает, о ком это речь. Смотрите, чуть попозже, да, она может чуть больше вам открываться. Да, у вас будет еще какая-то коммуникация, ну чисто так, по-соседски, опять же. У кого-то может, опять же, проигрываться, что либо вы ее реально будете еще, может быть, подвозить, да, вот какой-то такой, ну, безобидный разговор абсолютно. Абсолютно такой, знаете, о том, о сём и ни о чем, но что-то такое неуловимое будет то ли в ее взгляде, может быть, во внешности, может быть, она покраснеет, там, начнет глазки опускать, как это делают обычно, ну, девочки, да, молоденькие, которые стесняются перед мальчиками.
Вот что-то такое вы заметите, какую-то робость, заминку, знаете, как это бывает. Может быть, она там на нервяке начнет чуть ли не заикаться, когда будет с вами общаться. Ну вот в таком плане, да. Вы в общем-то, заметите то, что, ну, какая-то такая особая заинтересованность есть. Но будете ли вы как-то ее охмурять, либо она вас? Знаете, вот с вашей стороны точно я не вижу каких-то активных действий, хотя вот как женщина она может вам понравиться, да? Но для вас вот табу, для вас реально табу, пока вы знаете, что женщина занята, что у нее есть муж, тем более, если она там замужем, да еще и плюс по-соседски, да, еще этих проблем не хватало, да, чтобы муж пришел на разборки. Поэтому вы точно активничать не будете. Сказать, что она будет за вами бегать, тоже я не могу. Это, знаете, такая вот какая-то тайная, скрытая влюбленность с ее стороны. С одной стороны, ее можно пожалеть, вот чисто как женщину, несчастную в семейной жизни женщину, потому что вот она бы хотела, конечно, мысленно она уже давно за вас, может быть, и замуж вышла, да, вот мысленно она уже себе могла миллион картин разных романтических с вами нарисовать. А вы даже, возможно, снитесь, я тоже это не исключаю, она много думает о вас, она может любоваться в окно вами, да, когда вот вы куда-то идете. Ну, то есть вот такие вот вроде бы чепуховые какие-то моменты, но для нее это важно. Вот вы своего рода отдушина. Она как будто, ну, мысленно, пусть это даже мысленно как-то примитивно, она как переключается на вас просто от каких-то вот внутрисемейных таких забот, проблем. Э, Она она не будет активничать, да, она может, ну, просто какие-то такие встречи организовывать, да, специально попалась где-то там лишний раз, да, когда вы идете. Вот такие примитивные вещи она может делать, да, там где-то спуститься в то время, когда вы идете на работу с работы, да, и тут вдруг она идет по лестнице. Ну, вот в таком вот плане. Это, ну, больше ребячество какое-то. Но она понимает, что по-другому быть не может. Хоть она и тайно в вас влюблена, вот такая вот влюбленная соседка где-то возле вас обитает, переворачивайте на себя, кому это подходит, дайте обратную связь, у кого это проиграется все-таки. Мне тоже интересно, вы узнали кто-нибудь или нет? Не обязательно, что в многоэтажке, да, понятно, кто-то в частном доме живет, ну, точно так же может проигрываться ситуация, то есть человек пытается то ли на глаза вам попадаться, там, либо за солью приходить, либо еще что-то, ну, то есть такие вот детские уловки, но просто знайте, что эта женщина тайно в вас влюблена. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!